Сегодня я расскажу вам одну очень показательную историю моей пациентки, фитнес-инструктора Елены, которая думала, что выпивая 3-4 литра воды в день, она делает все правильно для здоровья. Но по факту она только ухудшала свое состояние. Почему так происходит? Как подобрать питьевой режим по своей природе? И почему холодная вода может нанести вред? Смотрите в этом видео. Итак, Елена, 42 года, фитнес-инструктор, активная, действительно сильная женщина, всю жизнь спорт, режим и 3-4 литра воды последние 1,5-2 года. Каждый день, потому что ее тренеры по диетологии так сказали. Это обязательно для кожи, для почек и для метаболизма, поэтому пейте воду. Она, соответственно, стала пить. Никто не сказал, какую воду, как часто пить, когда пить. Спустя некоторое время появились проблемы. Постоянные отеки рук и ног. И лица тоже, особенно если она выпьет на ночь. Слабость и тяжесть, усталость, даже без тренировок. И ухудшение аппетита, вялое пищеварение, а это обычно не ее состояние, так как она постоянно тренируется, еще и преподает. Елена была в недоумении, она пила воду, но чувствовала себя хуже. Ко мне она обратилась именно с этим запросом. После пульсовой диагностики, я диагностирую по языку, по пульсу, я сразу увидел у Елены выраженная капха. Это отечность и очень много жидкости в организме. Доминация и слабый агни, то есть замедленный пищеварительный огонь. Что это значит? Капха по природе тяжелая, склонная к накоплению жидкости и слизи. Холодная или слишком обильная вода усиливает этот дисбаланс. А слабый агни приводит к тому, что организм не способен переварить лишнюю воду. Она просто застаивается в организме. Именно поэтому у нее появились отеки, слабость и ухудшение аппетита. Так, первый раз она ко мне обратилась в январе этого года, уже прошло 5 месяцев после этого. Мы изменили питьевой режим. И, конечно же, первое, что мы сделали, помимо того, что уменьшили количество воды, мы еще добавили некоторое количество специй, чтобы эта вода в буквальном смысле стала усваиваться организмом, а лишняя жидкость, она просто вышла из организма. Кстати, если вам интересно, под этим видео напишите «вода», и я с удовольствием, я обычно по выходным публикую таблицы в сообществе на YouTube, ссылка будет вот под этим видео. Там я публикую таблицу, какой дозы, сколько воды пить, для того, чтобы вы могли просто этим нормально воспользоваться и использовать именно такой метод. Итак, сколько пить воды по аюрведе? Почему для ваты не нужно больше, чем 1,5-2 литра теплой воды? Главное, чтобы это было мелкими глотками, потому что у ваты есть склонность к обезвоживанию, сухости кожи и запорам. Итак, если человек ваты употребляет до 2 литров воды, но холодный, то склонность к обезвоживанию, сухости и запорам, она постепенно увеличивается. То есть, что такое холодная вода? Это вода, которая не подогрета. То есть, вода должна быть на самом деле теплее температуры тела. Особенно это важно зимой. Многие пьют воду комнатной температуры, она прохладнее. То есть, для организма она холодная. Для питы 2-3 литра воды комнатной температуры летом, а зимой, соответственно, более теплая. Потому что у питы есть повышенная склонность к потливости, к перегреву, но вода должна быть именно теплее температуры тела. В этом случае организм действительно охлаждается. А для капхи 1,5 литра горячей воды максимум. Главное, чтобы это было с перерывами, потому что у людей капхи есть склонность к задержке жидкости, отекам и, главное, образованию большого количества слизи. Аюрведа советует не пить во время еды, но очень важно запивать пищу. То есть вы съели 2-3 ложки еды, сделали один маленький глоток жидкости теплой, то есть теплее температуры тела, то есть значит теплее 36-6 градусов. Иначе агни будет понижаться, вода будет застаиваться, а если вы пьете теплую воду,
то агни поддерживается и увеличивается. Тогда вода не задерживается в организме. Для Елены я сократил объем до 1,5 литра. Обязательно первый стакан теплой воды утром натощак, чтобы пробудить агни. А в течение дня теплая вода с имбирем, куркумой и фенхелем. Холодные напитки полностью исключили, даже летом. Кроме режима воды, мы ввели травы и практики для активации обмена веществ. Из специй это имбирь, причем не обязательно делать очень крепкий имбирный напиток, можно чуть-чуть добавить свежего имбиря, он усиливает агни, помогает сжигать лишнюю капху. Куркума очищает кровь, уменьшает воспаление и способствует дренажу. Фенхель помогает усваиванию микроэлементов. А самомассаж маслами, абьянга, помогает циркуляции и лимфодренажу. Очень важную роль сыграл самомассаж с маслами. Елена прошла мой курс «Аюрведическая терапия». Как выбирать масло по доши. Для капха идеально горчичное или кунжутное масло с имбирем. Как правильно наносить масло по направлению лимфы с элементами дренажного массажа. И что делать после массажа, то есть промасливания, для того, чтобы масло действительно проникло в организм и пропитало всю лимфосистему. Результат, если говорить про Елену, не заставил себя ждать. Через 2-3 недели минус 2 килограмма ушли отеки, вернулась энергия и улучшилось пищеварение. Да, правда, Елена тоже добавила некоторое количество трав для обмена жидкости, то есть ануломан йог чурна, якрут ароги чурна и другие травы. Улучшилось пищеварение, улучшился аппетит, улучшилось качество кожи. И все это без диет, без жестких ограничений, только с помощью правильного питьевого режима, специй и массажа. Вывод очень простой. Универсальных норм нету. 3-4 литра воды в день подходят не всем. Если у вас капха, доминация, слабый агни, склонность к отекам, это только ухудшит ваше состояние. Поэтому аюрведа учит слушать все свое тело и работать с ним в гармонии. Если вы хотите узнать, как правильно подобрать режим воды, питания и ухода именно для своей доши, обучайтесь у меня на курсах. Аюрведическая терапия. Ссылка в описании под этим видео. Я с радостью помогу вам улучшить ваше состояние. Будьте здоровы, до встречи, пишите, сколько воды вы пьете, какой и как это повлияло на ваше здоровье.